Друзья, в прошлый раз мы подбирали гальку для картинки по образцу, а сегодня наоборот. Посмотрим на камушек и придумаем сюжет каменной аппликации. Этот камень взяла, потому что дырочки могут быть глазами. Раз это голова, я нашла подходящий по цвету нос и туловище и хотела сделать носатого силача. Ну а потом повернула и увидела мордочку зверя. Стоит нарисовать только ушки и нос, а маленький камушек будет хвостом. Какой это зверь, пока не ясно. Среди маленьких камушков нашла вот такой, овальный. Это будет хомячок. Расположу их на дощечке. Наметила мордочку и теперь покрою дощечку морилкой цвета орех. Морилка – хороший вообще выбор, если вы занимаетесь творчеством с детьми. Она не токсична и быстро сохнет, натурально выглядит, проступает структура древесины. Эту сторону покрыла одним слоем, и она светлее, но мне больше нравится другая, там 2 слоя. Теперь примеряю, как лучше повернуть туловище и приладить хвост. Хорошо бы, конечно, понять, что это за зверь. Какой это детеныш? Как вам кажется, лисенок, медвежонок, щенок? Или, может, это вовсе и не хвостик, а лапка? И зверь играет с хомячком. В общем, друзья, я не могу определиться и решила пока не наклеивать фигурки. Буду ждать ваших комментариев. Напишите, пожалуйста, какой вариант вы советуете. И готовую картинку я покажу в следующем ролике. Первый, второй или третий. Не обязательно камни фигурки должны быть одного цвета. Тут, наоборот, я искала для туловища голову и наклеила это существо на крышку из-под чая. Бортики коробки скрывают деревянный крепеж, который выравнивает разные по выпуклости камушки. Так что стоит найти один камень, похожий на голову или туловище, а потом подбираем к нему вторую часть и дальше уже фантазируем и собираем композицию. И как видите, совершенно неожиданно можно придумать основу для аппликации. Так у меня получилось с этим камнем. Ведь это правда яблоко? Значит, решила я, делать натюрморт. Что же самое простое? Добавлю любой овальный камушек, будет слива. Если тоже найдете яблоко и подберете похожий на грушу или на банан, то будет еще лучше. Теперь пробую, на каком цвете эффектнее смотрится этот камушек, чтобы покрасить фанерку или картон в рамке. Я использую цветную бумагу, с ней можно быстро понять, какой цвет подойдет для заднего плана. На ярком яблоко теряется, мне кажется, лучше темные тона. В один из таких хотела покрасить фанерку. Но в магазине случайно увидела стеклянное блюдечко с фруктовым орнаментом и вспомнила, что у меня дома есть расписанные витражными красками 2 чашки. Что если к ним добавить блюдце, чтобы они стояли вместе в одном шкафчике за стеклянной дверцей? Правда, краски витражные у меня 10-летней давности, но надо попробовать. А ведь еще можно каменный натюрморт сделать на фаянсовой тарелке, на обычной, светлой или темной, или покрасить тарелку акриловыми красками. Но я загорелась сделать витраж. Красок у меня оказалось мало не высохших, из ярких только оранжевая. Примеряю, как будут смотреться имеющиеся у меня цвета. Среди моих пузырьков с краской самая подходящая для фона оказалась темно-зеленая. Она более-менее жидкая, и я смогла залить серединку блюдца. Тут же снаружи кисточкой раскрашу выпуклый орнамент, а наклею камушки внутри. Обезжирила поверхность стекла и начала рисовать. С орнаментом по краю оказалось все гораздо сложнее, чем с серединкой.
Вели себя краски отвратительно, тянулись, образовывали комки. Но раз дело начато, надо рисовать чем есть. Оставила сохнуть блюдце. Когда высохнет, переверну и приклею яблоко и сливу. Удобно пользоваться универсальным клеем, друзья. Он не сразу схватывается, и фигурки можно подвигать и выбрать лучшее положение. Палочки фруктам сделала из ветки от дерева, а для листика, сливе, отщипнула от живого листочка комнатного растения и покрыла его лаком. Конечно, если бы краски были не просроченные, рисунок был бы аккуратнее. Но издалека вместе с чашками смотрится вполне себе. Друзья, еще раз прошу выбрать первый, второй или третий вариант. Или, может, кому-то нравится больше четвертый, только, конечно, на темной дощечке.